Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я предлагаю вам рассмотреть историю применения биологического оружия. Как вы знаете, тема сейчас актуальная, потому что 26 марта 1975 года вступил в законную силу Международная конвенция о запрете на разработку, накопление и использование биологического оружия. Эта конвенция стала первой в истории, полностью запрещающей целый класс определенных вооружений. Так давайте вспомним историю биологического оружия, а также то, что заставило человека задуматься о его запрете. Биологическое оружие – это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактерии, токсины, заражающие людей и животных, предназначенные для массового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. Биологическое оружие включает также средства доставки патогенных микроорганизмов и животных-переносчиков. А теперь давайте перейдем к конкретным примерам применения этого биологического оружия, известным в прошлом. Так, самый ранний пример известен более 2500 лет назад, когда ассирийцы заразили колодцы своего врага ржаным грибком, который содержал химические вещества, связанные с ЛСД. Потребление загрязненной воды приводило к запутанному психическому состоянию, галлюцинациям и в некоторых случаях к смерти. Также известно, что в 1500 году до нашей эры хетты в Малой Азии оценили власть заразной болезни и начали насылать чуму на вражеские земли. В те годы схема заражения была очень простой. Брали больных людей и засылали их в стан неприятеля. Хетты для этих целей использовали людей, которые были больны тулеаремией. Также еще в 5 веке до нашей эры индийский закон Ману запрещал военное использование ядов. Так, в день решающей битвы, которая происходила на море, воины Карфагена по приказу карфагенского генерала Ганнибала буквально забросали вражескую эскадру горшками, доверху наполненные ядовитыми змеями. Солдаты армии пергамского царя Эвмена сперва даже посмеялись на такой с виду нелепый ход, однако, поняв, что за содержимое таят эти снаряды, обратились в бегство, и удалось выиграть морское сражение. По свидетельству очевидца Габриэля де Мусси, в 1347 году Джанибек взял в осаду крепость Кафа, и чтобы сломить сопротивление обороняющихся, стал посредством катапульт забрасывать в окруженный город тела своих соплеменников, кто погиб от чумы. Понятно, что среди жителей крепости тоже быстро распространилась подобная эпидемия, и сопротивление было сломлено. Интересный факт: по мнению некоторых историков, именно беженцы из павшей Кафы могли занести чуму, которую впоследствии назвали «Черная смерть», в Европу. Последовавшая эпидемия унесла жизни 30 миллионов человек, примерно треть тогдашнего населения Европы. То же самое происходило и в Новом Свете. Сопротивление воинственных ацтеков удалось сломить только с помощью дорог, зараженных оспой, от которых у жителей другого континента не было иммунитета. Перед вами картинка: индеец умирает от занесенной испанцами оспы, рисунок 16 века. Так как у ацтеков отсутствовал против вируса какой-либо иммунитет, то в кратчайшие сроки болезнь скосила до половины населения царства. Есть мнение, что коренные жители Америки в каком-то смысле расквитались с европейскими захватчиками, также одарив их в кавычках новой болезнью, сифилисом. То есть за все приходит ответственность. Здесь же ответственность наступила сразу, еще как Колумб приплыл. То есть потом она только усиливалась. Сифилис изменил мир гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Это была не просто очередная инфекция. Он стал рычагом, который сдвинул горы истории. Во многом благодаря сифилису состоялся раскол церкви, и к успеху пришли протестанты. Пуританство не нашло бы такого отклика в сердцах паствы, если бы у нее не было живого, а иногда уже и неживого подтверждения того, как Господь карает за разгульную жизнь. Слово «сифилис» имеет любопытную и довольно интересную историю происхождения. Его придумал врач и поэт итальянский, который дал имя Сифилис, то есть друг свиней, герою своей поэмы.
В ней автор иносказательно рассказал о симптомах болезни и представил свою версию ее происхождения. Так пастух Сифилус, истосковавшийся по женщинам, возлежал со своими свиньями и за это был наказан брезгливыми богами. Также известно, что в 1741 году британцы, принимавшие участие в военных кампаниях в Мексике и в Перу, были заражены желтой лихорадкой, потерял при этом 80% личного состава от этой болезни. Еще одна довольно известная история применения биологического оружия против индейцев, на этот раз в Северной Америке, произошла во второй половине 18 века в британской колонии, находившейся на территории современных Великих озер, а также штатов Огайо и Иллинойс. Тогда также были использованы зараженные примирительные в кавычках дары. Так как повсюду вспыхивали восстания индейцев-делаваров, подавить эти волнения было поручено британскому генералу. И он решил не договариваться с племенами, а просто уничтожить их, чтобы заверить делаваров в своих в кавычках мирных намерениях. Этот Ахмерст преподнес им в дар одеяло, зараженные оспой. Среди местного населения началась эпидемия, жертвами которой стали тысячи индейцев. Мирный договор в кавычках обернулся страшной эпидемией. Первая мировая война также стала полигоном для испытания многих видов оружия. Скорее всего, не стало исключением и биологическое оружие. Согласно некоторым данным, французы и немцы в Первую мировую войну намеренно отправляли на сторону врага зараженный сибирской язвой скот. Вторая мировая война тоже известна тем, что был разработан план «Вегетарианец», который предполагалось внедрить в 1944 году, разрабатывала его Англия и Черчилль. Они подготовили план масштабного поражения нацистской Германии спорами сибирской язвы. Возбудитель этого заболевания сохраняет жизнеспособность, находясь в почве на протяжении столетия, а может и дольше. Смертность от сибирской язвы, протекающей в желудочно-кишечной форме, составляет 60%. К счастью, этот план не был приведен в действие, потому что, как вы знаете, ход войны был переломлен, и в 1945 году это все оружие было уничтожено. Но планы эти имелись, и эти добрые в кавычках люди вполне могли бы их и применить. Также известно, что состоялась вспышка туляремии в гитлеровских войсках, наступавших в 1942 году на Сталинград. Некоторые компетентные эксперты склонны объяснять применением этой вспышки именно биологического оружия. В результате это стало одной из причин, и наступление немцев было приостановлено. Но затем вспышка перекинулась и на советские войска. Маршал авиации Сергей Руденко писал в своей книге «Крылья Победы». 10 дней, предшествовавшие контрнаступлению, оказались драматическими для 16-й воздушной армии. В первой половине ноября нас предупредили о нашествии мышей, к тому же грызуны оказались больны туляремией. Больше всего не повезло штабу армии. Проникая в дома, мыши заражали продукты и воду, заболевали люди. Вскоре заболели мои заместители, потом слегли связисты и медики. Болезнь у всех протекала тяжело, с высокой температурой. Было даже 2 смертельных случая. В строю оставались только 2, я и подполковник Носков из оперативного отдела. Связался с Москвой и попросил прислать нового начальника штаба, ведь сроки операции уже приближались. Больше всего биологическое оружие во Второй мировой войне, конечно, применяла Япония. Имперская армия Японии во Второй мировой войне проводила эксперименты по распылению бактерий чумы, холеры, сибирской язвы в Маньчжурии. Параллельно проводили исследования на живых людях. Перед вами командир отряда 731, ответственный за испытания биологического оружия во Второй мировой войне. Известен факт применения бактериального оружия в сражениях против Советского Союза и Монголии в 1939 году. Специальные отряды добровольцев-смертников заразили реки Аргун, Халхингол и Гулусутай сразу несколькими инфекциями: брюшным тифом, сибирской язвой, чумой и холерой. В результате от опасных инфекций умерло 8 человек со стороны советско-монгольских войск. Остальным 700 заболевшим удалось помочь, а вот японская сторона пострадала гораздо больше. После этого события количество заболевших тифом, холерой и чумой превысило 8000 человек. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не
восстанавливается за пару дней как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив и быстро из гарантии от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. Еще одним событием, которое применили биологическое оружие, стало сражение при Чанде, 41 год, в ходе японско-китайской войны. На город и его окрестности с самолета были сброшены зараженные чумой блохи и зерно, приманка для крыс. В результате вспыхнула эпидемия, которая за 4 месяца унесла жизни почти 8 тысяч жителей Чанде. Это событие послужило поводом для эвакуации остальных жителей. Японцы взяли под контроль безлюдный город, разрушенный артиллерийскими обстрелами во время необязательной осады. Следующая цитата взята из документа по истории биологического оружия. Японская армия отравила более 1000 колодцев в китайских деревнях для изучения вспышек холеры и тифа. Некоторые вызванные ими эпидемии продолжались годами и привели к гибели более 30 тысяч человек в 1947 году, спустя долгое время после капитуляции японцев. Некоторые эксперты считают, что США применяли биологическое оружие во время войны во Вьетнаме, где было распылено свыше 100 тысяч тонн гербицидов и дефолиантов, воздействовавших прежде всего на растительность. Таким способом американцы пытались уничтожить зелень на деревьях, чтобы увидеть отряды партизан с воздуха. Подобное применение биологического оружия называют экосистемным, поскольку пестициды не обладают абсолютно избирательным действием. Удар этого оружия по экосистеме был такой, что продуктивность фактически и рыбного хозяйства, и сельского хозяйства снизилась от 10 до 20 раз. В результате применения гербицидов было уничтожено более 5% сельхозугодий страны. Непосредственный ущерб здоровью был причинен более 1,5 миллиона вьетнамцам. Более 7 миллионов человек были вынуждены покинуть районы, где применялись пестициды. Ну там жуткие фотографии, я их не буду вам показывать. Хотите, перейдите по ссылкам в описании, посмотрите, что стало с людьми. На сегодняшний день мы имеем подобную карту расположения именно биологических лабораторий армии США по нашей части мира. Вы видите, что там они собирают как раз различные споры, различные вирусы, генетические материалы. Придерживаются ли они подобных запретов на использование и разработку новых видов вооружения, нам неизвестно. Мы можем только предполагать. Но обратите внимание, что эти биологические станции больше всего расположены как раз рядом с их геополитическими соперниками в первую очередь. Ну или местами богатые на подобные вирусы, как Африка. Также хотелось бы ознакомить вас с этой вырезкой из статьи «Известия» за 1981 год, где рассказывается про таинственную болезнь, в результате которой скончались 2 человека в Испании из-за нетипичной пневмонии. И тогда обращалось внимание, что вспыхнула она ровно 100 дней назад в городе, который расположен рядом с базой ВВС США, где хранится бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году от болезни со сходными симптомами сержант ВВС США. Может, конечно, и совпадение, но тогда испанских специалистов не пустили к вскрытию тела умершего. В этой связи было высказано тогда еще предположение, что это эпидемия нетипичной пневмонии, вызванная утечкой вируса с этой базы. Эпидемия тогда перекинулась и во Францию, и Португалию.
Все вы знаете, что в наше время тоже распространяется неизвестно откуда взявшаяся эпидемия. Но вот некоторые издания обращают внимание, что, ссылка, как всегда, на материалы в описании, в 2015 году в американских журналах вышло 2 статьи, там есть ссылки на них, где как раз рассказывалось про подобные возможности вызывания эпидемий при помощи как раз вот этих летучих мышей. А именно съеденная летучая мышь в Китае считается как бы источником эпидемии, которая началась. Это был 2015 год. После этого особо никаких новых статей не было слышно по этому поводу. Ссылки до сих пор есть, статьи есть, перейдите, ознакомьтесь с материалами в описании под видео. Современная наука действительно позволяет ученым вмешиваться в геном бактерий и производить новые штаммы вирусов, улучшая одни свойства болезни и уменьшая другие. Ученые могут, к примеру, повысить летальность заболевания, увеличить смертность от него, при этом уменьшив ареал его распространения. Именно из-за того, что человек так далеко продвинулся в своих возможностях устроить собственное массовое истребление, в 1975 году и была принята конвенция о запрете разработки и хранения биологического оружия, которую, к счастью, подписали практически все мировые государства. В стороне тогда остались лишь несколько стран, у которых отсутствовала возможность разрабатывать и производить биологическое оружие. Но подписать это одно дело, а вот следовать ей и действительно не разрабатывать и не распространять то оружие, которое очень имеет высокую эффективность из-за того, что очень трудно найти того, кто его создал и применил. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях. Для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.